Темная энергия – одна из самых загадочных сил во Вселенной. Именно она заставляет пространство расширяться. На протяжении десятилетий ученые считали, что это расширение происходит равномерно, одинаково во всех направлениях. Но новые данные говорят о другом. Некоторые области космоса расширяются быстрее, чем остальные. В других местах процесс заметно замедляется. Это создает напряжение в самой ткани пространства и времени. Астрономы называют это кризисом космического расширения. Ведущий исследователь Адам Рис сформулировал проблему предельно прямо. Если исключить ошибки измерений, остается реальная возможность того, что мы фундаментально не принимаем устройство Вселенной. Это заявление звучит тревожно, потому что последствия огромны. Если наши представления о расширении космоса не верны, тогда под сомнение попадает все – возраст Вселенной, ее размеры и даже ее конечная судьба. Телескоп Джеймса Уэбба обладает беспрецедентной точностью. Эти измерения невозможно просто списать на погрешность приборов. Самое тревожное в том, что Уэбб и телескоп Хаббла наблюдают одно и то же противоречие. Вселенная действительно расширяется, но делает это так, как не позволяет современная физика. Одного этого открытия было бы достаточно, чтобы переписать учебники по космологии. Но это было только начало. По мере того, как телескоп продолжал изучать глубокий космос, он начал обнаруживать объекты, которых не должно существовать, явления, не поддающиеся объяснению, и структуры, которые намекают на то, что реальность гораздо страннее и опаснее, чем мы привыкли думать. Кризис расширения оказался лишь первым сигналом, тем, что последующие открытия поставят под сомнение все, что человечество знало о Вселенной. Когда телескоп Джеймса Уэбба направил свои инфракрасные приборы в глубины космоса, ученые ожидали увидеть очень простую картину – маленькие, слабые, молодые галактики. Такие объекты должны были существовать в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Вселенная тогда была слишком молода, чтобы создавать что-то крупное и сложное. Но Уэбб показал совсем другое. Вместо крошечных галактик он обнаружил массивные и зрелые структуры, настолько большие, что по всем существующим теориям у них просто не было времени сформироваться. Некоторые из этих галактик содержали десятки миллиардов звезд, почти столько же, сколько в нашем Млечном Пути. И все это, когда Вселенной было всего несколько процентов от ее нынешнего возраста. Чтобы понять масштаб проблемы, ученые используют простое сравнение. Представьте, что вы пытаетесь вырастить полностью сформированный дуб всего за несколько месяцев. Именно это и продемонстрировали эти галактики на космическом масштабе. Звездообразование – процесс медленный. Гравитации нужны миллионы лет, чтобы собрать газ и пыль. Затем запускается ядерный синтез, появляются звезды. Но новые наблюдения показывают, что в ранней Вселенной этот процесс шел с невозможной скоростью. Астрофизик Эрика Нельсон обратила внимание на несколько странных объектов на глубоких снимках Уэбба. Это были маленькие красные точки, слишком яркие и слишком древние. Красный свет в астрономии обычно означает, что свет шел к нам миллиарды лет. Но здесь возникло противоречие. Эти объекты выглядели одновременно очень старыми и необычайно яркими, комбинация, которая не вписывалась ни в одну модель. Каждая из этих галактик должна была формировать сотни новых звезд каждый год, в протяжении сотен миллионов лет. Для сравнения, наш Млечный Путь создает всего несколько звезд в год. Ученые неофициально дали этим объектам мрачное прозвище. Они назвали их разрушителями Вселенной, потому что их существование угрожает самим основам современной космологии. Все компьютерные симуляции говорили об обратном. Материя должна была медленно и постепенно объединяться. Малые структуры сливались бы в большие на протяжении миллиардов лет. Но Уэбб увидел нечто иное. Эти открытия заставили ученых задать тревожный вопрос.
Что если ранняя Вселенная была способна к сложности и организации, которую мы никогда не считали возможной? И если это так, то, возможно, наши фундаментальные представления о развитии космоса ошибочны. После открытия необычайно развитых галактик ученые столкнулись еще с более серьезной проблемой. В центре многих из этих объектов обнаружились сверхмассивные черные дыры. Их масса превышала массу Солнца в миллионы и даже биллиарды раз. Согласно существующим теориям, такие объекты формируются крайне медленно. Сначала появляется обычная звезда, затем она коллапсирует в черную дыру, после этого в протяжении сотен миллионов лет она постепенно растет, поглощая газ и сливаясь с другими черными дырами. Это долгий процесс. Но телескоп Джеймса Уэбба показал нечто иное. Он обнаружил сверхмассивные черные дыры в эпоху, когда Вселенная была еще слишком молода для их появления. Некоторые из них существовали уже через 600 миллионов лет после Большого взрыва. Для сравнения, возраст Вселенной сейчас превышает 13 миллиардов лет. Эти черные дыры были не просто большими. Они активно поглощали материю и светились как квазары, освещая окружающее пространство на колоссальные расстояния. Это означало только одно – они выросли с невероятной скоростью, слишком быстро. Астрофизики пытались объяснить это противоречие. Были предложены десятки гипотез. Например, возможно, первые черные дыры формировались не из звезд, а напрямую из огромных облаков газа. Такие объекты получили название «черные дыры прямого коллапса». Но и эта идея столкнулась с проблемами. Даже при таком сценарии требуется слишком много времени, а Уэбб видит эти объекты слишком рано. Это заставляет ученых рассматривать более радикальные варианты. Один из них связан с так называемыми первичными черными дырами. Это гипотетические объекты, которые могли появиться в первые мгновения после Большого взрыва. Если они существуют, они могли стать семенами для сверхмассивных черных дыр. Но доказательств этой идеи пока недостаточно. Особое внимание привлек один необычный объект. Он получил название Чусерн. Эта черная дыра находится в межгалактическом пространстве. У нее почти нет окружающей галактики, словно она существует сама по себе. По всем известным законам, черные дыры должны находиться в центрах галактик, но Чусерн нарушает это правило. Она выглядит как голая черная дыра, без звезд, без структуры, без объяснения. Если такие объекты действительно распространены, это означает, что наша картина эволюции галактик неполна, и, возможно, черные дыры играли ключевую роль в формировании Вселенной с самого начала. Если отдалиться от отдельных галактик и посмотреть на Вселенную целиком, становится заметно нечто удивительное. Космос не является хаотичным, он имеет структуру. Галактики не распределены случайно. Они выстраиваются в длинные нити. Эти нити соединяются в узлах. Между ними расположены огромные пустоты. Ученые называют эту структуру космической паутиной. Долгое время космическая паутина существовала лишь в компьютерных моделях. Симуляции показывали, что темная материя должна формировать невидимый каркас Вселенной, а уже на нем появляются галактики и скопления звезд. Но телескоп Джеймса Уэбба впервые позволил увидеть фрагменты этой структуры напрямую. Он зафиксировал слабые нити газа, протянутые между галактиками. Эти нити состоят из водорода и других легких элементов. Они питают галактики, поставляя материал для рождения новых звезд. Однако самым неожиданным открытием стали магнитные поля. Ранее считалось, что магнитные поля возникают внутри галактик. Но новые данные показали, что они присутствуют и в межгалактическом пространстве. Это означает, что магнитные поля могли появиться еще до формирования галактик, в самые ранние эпохи Вселенной. И они могли играть важную роль в направлении движения материи. Наблюдения Уэбба показали, что космическая паутина не просто соединяет галактики, она влияет на их форму, на скорость их вращения и даже на интенсивность звездообразования. Галактики, расположенные вдоль нитей, растут быстрее. Они получают больше газа, а галактики в пустотах развиваются медленнее.
Это создает космическое неравенство. Все это указывает на одну мысль. Вселенная имеет скрытую архитектуру, структуру, которая направляет ее развитие с самого начала. И телескоп Джеймса Уэбба только начинает раскрывать этот невидимый каркас. Среди множества галактик, обнаруженных телескопом Джеймса Уэбба, некоторые выглядят совершенно необычно. Их форма напоминает медузу. У таких галактик есть плотное ядро и длинные тонкие хвосты газа, которые тянутся на десятки и сотни тысяч световых лет. Эти хвосты светятся в инфракрасном диапазоне. Именно поэтому Уэбб способен видеть их так четко. Ученые называют такие объекты галактиками-медузами. Они чаще всего находятся в плотных скоплениях галактик, там, где пространство буквально заполнено горячим газом. Когда галактика движется через такую среду, она сталкивается с мощным сопротивлением. Этот процесс называется динамическим давлением. Под его воздействием галактика теряет свой газ. Материя буквально вырывается из нее и остается позади в виде длинных хвостов. Этот газ критически важен. Без него невозможно рождение новых звезд. Наблюдения Уэбба показали, что в хвостах галактик-медуз все еще продолжается звездообразование. Новые звезды возникают прямо в потоках уходящей материи. Это меняет представление о жизни галактик. Ранее считалось, что потеря газа означает конец их активной эволюции. Но теперь видно, что процесс гораздо сложнее. Галактики-медузы медленно угасают, но при этом оставляют после себя следы звезд, словно космические шрамы. Эти наблюдения помогают понять, как среда влияет на судьбу галактик. Почему одни продолжают активно расти, а другие постепенно теряют способность к развитию. Телескоп Джеймса Уэбба позволил увидеть эти процессы в деталях и тем самым приблизил ученых к пониманию того, как Вселенная приобретает свое многообразие форм. По мере того, как телескоп Джеймса Уэбба продолжает свои наблюдения, становится ясно одно. Вселенная ведет себя не так, как мы ожидали. Аномалии накапливаются. Расширение космоса происходит слишком странно. Галактики появляются слишком рано. Черные дыры растут слишком быстро. И все это указывает на более глубокую проблему. Некоторые физики предлагают радикальное объяснение, гипотезу, которая еще недавно казалась фантастической. Согласно этой идее, наша Вселенная может находиться внутри черной дыры. В рамках этой модели Большой взрыв не был началом всего. Он мог быть следствием коллапса материи в другой Вселенной, внешней. Внутри черной дыры пространство и время меняются местами. Законы физики работают иначе. Это может объяснить, почему расширение нашей Вселенной выглядит таким необычным. Также это может объяснить происхождение первичных черных дыр и то, почему структура космоса появилась так рано. Важно понимать, эта гипотеза не является доказанным фактом. Она остается предметом споров. Но именно такие идеи двигают науку вперед. Телескоп Джеймса Уэбба не дает окончательных ответов. Он задает вопросы. Вопросы, которые заставляют пересматривать основы реальности. Каждое новое наблюдение приближает нас к границе известного, и за этой границей может оказаться Вселенная, совсем не похожая на ту, которую мы привыкли понимать. Возможно, самый важный вывод в этом исследовании заключается не в том, что мы узнали, а в том, как много нам еще предстоит открыть. Телескоп Джеймса Уэбба только начал свою работу, и то, что он уже показал, намекает, самые странные открытия еще впереди.